Ну что, всем привет! Вы опять на канале у минималиста, у начинающего минималиста, который начал свое тотальное расхламление уже в сентябре прошлого года. И сегодня тема будет разговора про гардероб и про мои ошибки гардероба на 55 вещей, которые я себе выиграла. Уже ровно прошел месяц, когда я выставила это, решила такой челлендж сделать сама собой. Покажу вам вещи, оставлю в шкафу, те, которые я носила, и те, которые не носила. Расскажу о своих ошибках, которые всплыли, когда я уже стала этот гардероб носить. Покажу несколько, может быть, аутфитов еще, которых я носибельные, которые выбрала самые такие. И покажу, расскажу вот именно вот эти вот ошибки, чтобы вы не совершали, если вдруг захотите их. Тоже создать такой гардероб, который носибельный был, который был бы практичный. Для меня это самое главное в моих гардеробных вот выборах, в принципе, сейчас. Итак, давайте сразу, как говорится, с места в карьер. В самом конце я покажу вот здесь вот отдельно в отдельную часть шкафа оставлю для тех вещей, которые я абсолютно не носила из 55. И на одну сторону повешу те вещи, которые я носила, которые я выбрала, в принципе, сознательно сейчас дальше носить. Так что это будет очень интересно. Вот здесь вот идет кучка вещей, которые я думаю про платье. Будет еще разговор, придется добавить, наверное, платье, потому что я понимаю, что целый месяц, если будет плюс 35 и выше температуры, я точно не обойдусь только вот этими шортиками разными и так далее. Мне будет удобнее просто в платье ходить. И это я еще как вам как бы такой, как хук в конце покажу свои платьишки, которые я оставила все-таки на следующие 4 недели носить в шкафу. Или я уже их носила. Вот. И еще одну историю расскажу в конце. Чем заканчиваются мои вот эти проходы с оранжевой коробочкой. Сегодня у нас была маленькая такая с мужем история, где я поняла, что я... наверное, надо потихоньку расхламлять кое-какие вещи, которые я не знаю. Расскажу вам. Поставлю ее на видное место, чтобы не забыть. Итак, давайте начнем сразу с вещей. Я сейчас выгружу весь этот шкаф опять сюда и буду потихоньку вешать свои аутфиты, которые я сейчас ношу, носибельные. И буду рассказывать вам, может быть, коротко покажу, в чем я в таком надета была. По всему, что многие люди смотрят мои видео, мне уже писали в моих комментариях просто голосовым. Я буду продолжать, выгружая и рассказывая того, что конкретно мне важно в этом базовом гардеробе. В базовом гардеробе мне важно: первое – удобство, второе – практичность, третье – мало времени на то, чтобы собирать эти аутфиты. Что мы сказали? Мы оставим сейчас в шкафу это то, что мы носили. Тоже, я же, кстати, была в отпуске, вы видели мои платьишки, помните? Что я носила в отпуске, что я не носила в отпуске, но сюда как бы оставила. Здесь у меня в шкафу мои еще не разобранные, как они называются, господи, бижутерия. Так, и скажу, что обязательно нужно докупить, если вы думаете составить такой простой, но удобный гардероб. Итак, поехали. Сейчас остался только тут вот это все. Ну, во-первых, я сразу поняла, что у меня слишком много теплых вещей, вот этих теплых рубашек и так далее. Это первое из того, что я поняла. Во-вторых, я поняла, что у меня слишком мало базовых низов. Вот. И базовые низы, если их не хватает, то мне просто конкретно не в чем ходить на работу. Поэтому придется сейчас шкафчик перепаковать. 55, ну как бы базу я оставлю, как сказала, но я ее чуть-чуть видоизменю и покажу то, что я буду носить летом. Вот. Летом на работу. У меня самая основная вещь – это практичность на работу. Итак, ну что, давайте по мелочам. Я вам расскажу, сейчас покажу пару аутфитов, которые я носила сейчас несколько, последних недель на работу. И они мне показались очень практичными. Их можно комбинировать с верхом, с низом в трех вариантах. Мне пришлось, помните, в прошлом видео я говорила, что мне пришлось добавить одну или даже две белые майки я купила. Не забываем, приходит вещь, уходит. Я вообще делаю в квадрате ходит. Наше расхламление подвала, там был вообще кошмар. Я там 3 мешка
себе выкинула. Так что я себе дала зеленый свет купить себе одни базовые штаны, которые я ношу на работу чаще всего. Вы его видели, кстати, понравился аутфит на моих фотографиях. Я его сейчас покажу, сама основной. И вот эти штаны, и вот пару белых футболок я за вот этот отрезок времени 4 недели только купила. И больше ничего не докупала. Но вот с этими вещами у меня получилось больше формирования всего. Но низов все-таки не хватает. Также остаемся на том месте. Про низы. Это вот первое, что из советов. Что было проблематично. Я сразу поняла, что мой гардероб не совсем комбинируется. Итак, мы продолжаем. Рассказываю, что получилось. Сейчас чуть поближе подвину поближе что-нибудь вам показать и расскажу поближе. Значит, смотрите. Вот эта часть вещей, это я все носила. Вот эта часть вещей из того гардероба, который я себе в прошлый раз выбрала, из 55 вещей, она вообще никак не носилась. Не знаю, по какой причине. В общем, я посчитала сейчас. Здесь, значит, здесь получается, если взять, ну так, из практичности, вот это вот я одевала один-единственный раз, он на свой день рождения, конечно, практически это практичность 0, но я хотя бы один раз это одела. Вот эту рубашку одевала несколько раз, окей, практично. Это и за счет погоды, я вам сказала, в принципе, сейчас носить невозможно. Я ее в мае, по-моему, 2 раза одела. В июне я ее не смогу носить по 35-градусной жаре. Так, это моя самая практичная накидочка, просто я ее, как спортивный стиль, спортивный шик, я ее на все ношу. Это вообще относила не снимая, можно сказать. Это я тоже одевала. Так, сейчас расскажу вам, что же я одевала. Юбочку вы все мою видели, я носила в отпуске. Жилеточку я носила тоже в отпуске. Пару белых маяк и вот эту кофту. Из цветного вот это было. Вот это я носила тоже много раз. Значит, ошибка номер 1. Мало низов. Я сейчас посчитала. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это вот, где эти штаны, которые я вам хотела, 7 покажу. И еще будет, скорее всего, здесь 3 разных цветов шорт. Они где-то в стирке у меня будут. Еще черные одни. Тут, по-моему, черных 2. Еще будут черные. Я их ношу на работу, я вам говорила. Значит, я поняла, что у меня нет вот таких длинных штанов. У меня есть джинсы, которые тоже по жаре сейчас носить невозможно. Вот, есть много-много-много шорт. И вот про низы. Я вам расскажу, какие я себе купила штанчики. Вот, синенькие. И их можно комбинировать с чем угодно. Ну, вот эту комбинацию вы уже видели. Вот такую я носила на свое день рождения, когда гости были. Очень удобно, кстати, для садовой партии сама то. Эту вот кофточку можно носить комбинацию с любыми шортиками. Я люблю просто вот с такими. Так, подождите-ка, сейчас меня не видно опять. Я люблю сейчас, главное, чтобы сейчас камера не свалилась. Так, я люблю вот с такими синенькими шортиками тоже очень красивенько. Вот, могу надеть вам в конце показать, как это смотрится. Как вам? Комплект можно и в отпуске, и можно не в отпуске, а можно так. Так, что еще? Это из практичности. Мне пришлось докупить вот эти синие штанишки, и вы знаете, я их на работу с большим удовольствием ношу, и уже даже подумывала, из практичности можно было бы купить еще такие. Если подходит, я на них не экономила, я пошла, померила их, понравилось мне цвет, понравилось мне вот, ну, как они на коже, и я даже не смотрела, сколько они стоят, я их просто взяла и купила. И сейчас подумываю, наверное, еще одни такие в повторе, может, или другой цвет посмотреть у этой же фирмы. Кстати, не экономьте на тех базовых вещах, которые будете часто носить. Вот эти шорты я тоже купила в Норвегии где-то. Кстати, у них очень хорошая линейка, очень интересная фирма, они носятся просто настолько практичная, классная вещь, что я бы еще, наверное, таких парочку прикупила. Но мы уже сейчас уменьшаем. Но вот из базовых советую вам оставить только вот эти вот, что носится. И я посчитала, значит, это все, что носилось. Кстати, это платье, которое многим понравилось, я еще ни одного раза не надела, но я еще сейчас его оставлю на всякий случай. И вот это черненькое у меня, вдруг какие-то партии летние.
садовые, нужно куда-то будет сходить, оставлю, дам им шанс еще на месяц. Но я их не носила, так же, как и мои туники. Я их не носила, и я, наверное, их сейчас уберу пока, потому что я, наверное, их тоже не буду носить. Хотя Индия славится, жаренька когда, но я их уберу, наверное. Так, что еще не носилась? Не носилась белая рубашка, которую я перекладываю с места на место и не знаю, что с ней делать пока. Дайте шанс, дайте мне. Вот я просто про белое. Это вот из этого. Короче, белая рубашка, не знаю, может, у кого-то и носится. Это я пока не надевала ни одного раза. Говорила, что ношу она такая легкая. По жаре, кстати, может, и надену. На черное накину. Что не носилось? Темное все. Весной хочется чего-то яркого. Это вот из минима. И из самых плохих моего опыта это то, что как-то слишком все как-то начинает становиться серое, и слишком какое-то все черное. И вот это вот, например, у меня вообще из базового не носилось. Ну, никак. Ну, не знаю. А по летом, когда хочется чего-то какой-то свежести, новых цветов каких-то, вот это вообще не носится. Зимой еще как-то под низ можно. Ну, короче, им я не даю шанса даже и на лето. Я их пока отсортирую. Возможно, может быть, одну вот эту оставлю на всякий, как говорится, пожарный. Так, это платье оставлю тоже. Вот это вот я вам показывала жилетки. Наверное, оставлю все-таки, потому что это моя база. Я ее в отпуске ни одного раза все-таки не одела, хотя вам показывала и брала с собой. Ну, дам ей шанс. Так, что у нас еще? Какие были ошибки еще? Вторая ошибка, самая основная, что я начала... Значит, я вам рассказывала, я купила две вот такие базовые футболки. Одна вот с таким мыском, а вторая вот это вот с кругленьким. Так, вот это кругленькие я вам показывала. Синие шортики и белая. Ну вот с мысом у меня оказалось, что у меня еще две другие есть. Теперь у меня по факту 4 белые футболки, которые тоже висят-виснят. Я ношу максимум 2. Вот, что не носилось? Не носилось вот это, я пока спрячу, и не носилось вот это, потому что сейчас по жаркой погоде у него такой материал, который немножко он мне, ну, жарковато мне в нем, жарковато, и поэтому я решила пока их отсортировать. Сейчас вам покажу, что я оставлю вообще по факту на следующий месяц с новым опытом. Значит, не носилось вот это, но дам шанс, возможно, пойти куда-то вечером, где-то под что-то пододеть, потому что совсем не хочется в темном и белом постоянно быть. У меня осталась вот эта моя любимая. Ношу ее очень с большим удовольствием. Мой цвет любимый, вы знаете. Вот если так повернуть, вы увидите, как он прекрасный, этот цвет. Ну, я сегодня не накрашенная, но, ну, по-моему, ничего. Я в фуксии показываю фуксию, но нормально. Короче, значит, какой у нас вывод, девочки, мальчики? Это у меня вот то, что я ношу сейчас. 2 черные маечки, такие, которые вот так. И тут раз, два, три такие белые, бежевые. Это база, вот это конкретно носится у меня. Так, шорты вы видели. Значит, из ошибок еще. Я же вам сейчас должна, кроме полезности, удобно. Ошибка была номер 1, было мало низов. Ошибка номер 2, я стала покупать какие-то белые майки, которые уже 3 у меня оказалось, или 4, я даже вам сказала, которые из них я ношу только 2. По факту мне вот эти майки и не нужны. Я их пока отвешу. И так же, как эту белую рубашку, я ее отвешу, потому что она мне только тут мешает. Вот это вот. И, наверное, мы оставим так. И я сейчас еще раз все пересчитаю. И помните, что я сказала? Слишком много верхов, мало низов. Смотрите, чтобы как бы было, например, если 7, сколько я вам сказала, 8 низов у меня, 10 я посчитала, 10, наверное, будет все вместе. Возьмем, конечно, то, что сейчас лето, я джинсы, скорее всего, не буду носить. Придется, наверное, опять же, вот из этих синих штанов добавить что-то. И еще большая проблема была в том, что все равно я ношу одно и то же, но хочется немножко вот что-то веселенького. И я решила к этому веселенькому сейчас добавить несколько платьев. Я вам обещалась про платья рассказать. Сейчас я вам еще покажу пару платьев, которые я, помимо вот этих, которые здесь есть у меня, помните, вот я вам рассказывала эти платья. Синенькое у меня есть, черное. Потом у меня есть в морском стиле, вы видели. У меня есть вот это. Я вчера, кстати, в нем ходила на работу. Очень удобная, ничего нигде не торчит. Вот интересное платьице. Вот. Когда жарко, само то.
Значит, у меня есть юбочка, и я сюда решила добавить на июль месяц все-таки, значит, вот это не знаю, но дам ему шанс, синенькая. Так. Я добавлю все-таки пару платьев. Я решила все-таки, наверное, по жаре надо добавить. И опять я их сейчас посчитаю. Уменьшим, может быть, на 5 позиций, если получится с платьями. Их получается из 55 будет 50. Я все равно ношу одно и то же. Это из плюсов того, что достается только то, что тебе нужно. И сейчас покажу, какие платья оставим. И потом в конце расскажу одну историю про то, как не надо выкидывать то без спроса. Ну что, решила вам показать еще одно платье, которое решила оставить. Вот оно. Такое очень оно комфортное, могу сказать. И у меня иногда бывает так, если платье короткое, мне не совсем удобно бывает в нем на работе. И я тогда пододеваю, у меня сейчас есть такие, я их купила где-то даже на Юке. Я их такие, как штанишки, коротенькие такие, как это назвать-то? Леггинсы, не леггинсы. Я вам расскажу о том, чтобы их очень удобно пододевать. Вот они, вот они. Сейчас я их пододену и покажу вам, как это служит. Но они такие, конечно, при температуре 40, как сейчас будет жарковато. Ну, если так, 25, например. И вот я упала так, я и знала, что упадет новый штатив. Так, и еще раз показываю. Смотрите. Вот, есть такие леггинсы. Вот я их надела. Вот. И они очень хорошо, если такое платье супер короткое. Я люблю его. Вот. Советую вам присмотреться к этому. Если совсем какая-то есть дресс-код какой-то и не хочется слишком сверкать коленями, здесь очень оно удобно. О, кстати, сейчас покажу по-другому. Вот, я их пододела. Вот. И вот так вот я, наверное, оставлю. Смотрите, сейчас показываю еще шкаф. В шкафу вы видите, что произошло. И мы сейчас все подсчитаем еще раз, чтобы все по-честному, чтобы вот это платье, что пойдет, которое на мне, туда еще. Остальное, вот эта груда вещей, опять я ее разверу. Тут получается много вещей, которые я дома ношу. Это платье, что вы увидите. Я его обожаю, вот это летнее. Тут несколько платьев, которые я дома ношу, и какое-то из постированного все, что мне надо убрать. Вот, кстати, про то, что вам рассказывала, появится. Вот это платье, оно просто как на бретельках такое, ну, его можно под белую майку одевать, его я тоже оставлю. Про него я тоже хотела показать. Ну, оно такое обычное, платье-комбинация оно называется, или как я его люблю. Тоже просто потому, что оно очень легкое, такое не просвечивается, и очень хорошо в нем летом. Вот, так что я его тоже оставлю. Сейчас все посчитаем. Значит, на мне что еще? Итак, поехали. На следующий месяц. Раз, два, три. Это мы сказали, не будем. Это я уберу. Значит, дальше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Платье на мне 40. Я сказала 50, но у меня здесь еще появится. Сейчас вам покажу комплект, в котором я тоже буду ходить на работу. Сейчас он еще появится, потому что я заметила, что когда, ну, у нас нельзя слишком открытого многого такого, чтобы слишком открыто. Как бы мне нужно, чтобы иногда были закрыты руки. Я там выбрала, ну, буквально еще 2-3 маечки. Сейчас покажу шортиками, как это смотрится. И я думаю, будем заканчивать. И вот из всех советов, которые я дала, когда начинаете докупать базовые вещи, смотрите, проверяйте, что у вас есть.
Из низов смотрите, чтобы низы были качественные, их было достаточно. И соответственно, погоде, это третий совет, составляйте свой гардероб по соответствию погоды, потому что вот если бы я так не подумала, я, возможно, тут часть вещей бы и не всовывала в этот базовый гардероб себе. Ну, вот так это из того, что понравилось. Вам забыла рассказать историю про оранжевую свою историю, где я складываю, помните, это мое, я там собираю всякие вещи, которые иногда что-нибудь нахожу дома. Носки старые. О, кстати, что у меня тут лежит? Старые свои часы. Вот какой-то браслет, который разваливается, носок. Тут я не знаю, это я думала, может, сыну отдам, он это вот привозил как нам в подарок. Так, послушайте. Сегодня был утром интересный разговор с мужем. Сейчас переключусь. Наверное, И с мужем был интересный разговор. Расскажу, чтобы вы не совершали моих ошибок. Значит, сегодня муж утром собирался на какую-то стройку, там, частным образом помогает кому-то, и что-то очень долго искал. Ну, и потом говорю, а что ты, я у него спрашиваю, а что ты такое ищешь так долго? Ну, он мне говорит, ну, вот ты знаешь, у меня был такой карандаш для стройки, длинный такой, которым я маркирую, когда там что-то делаю, детали, когда там надо где-то прикрутить, я маркирую. Я такая, ужас. И у меня всплывает, этот карандаш, я же думала, что это детская. И я этот карандаш, конечно же, оранжевую эту коробочку. И он уже ушел. Но хорошо, что он как бы мне его описал, и я могла вспомнить, что это за карандаш и где он. Я говорю, ну ты в следующий раз хотя бы подписывай или клади там, где твои вещи, потому что я не знала, где это карандаш. Но, девочки, в следующий раз, если вы решили, девочки и мальчики, что-то выкинуть, и то, что не ваше, вы точно знаете, что это не ваше, спросите хотя бы письменное разрешение, попросите у своих членов семьи. Ну, не письменное, ну хотя бы разрешение. А то попадете в вот такой просак. А так, это был я. Кто меня еще не знает, подписывайтесь на меня. Я забыла это, как всегда, в начале видео сделать. Вернее, где-то в середине. Кому понравились мои советы, мой опять базовый гардероб, вторая серия, 2-й месяц. Ну, делаю ошибки, на ошибках же учатся. Всем пока. Ваш минималист.